Всем привет! Меня зовут Карли, и мне 19 лет. Год назад со мной произошла невероятная история, которую я, наверное, никогда не забуду. Однажды я потеряла свой браслет. Сразу скажу, он не бриллиантовый, не золотой и даже не серебряный. Просто капроновая нить, на которую были надеты камешки. Я его ношу с самого детства. Честно говоря, даже не помню тот день, когда впервые надела его. Просто был и все. И потерять браслет для меня была целая трагедия. Дома его не было, в универе тоже. Был вариант, что его кто-то украл, но кому вообще нужна обычная нитка с камешками? Скорее всего, где-то потеряла. Я была очень опечалена, ведь у меня с этим браслетом была особая связь. Я ее чувствую. Он как маленькая частичка меня. Немного успокоившись, я пошла с подругами в кино. Но мне было все равно немного грустно. Чтобы сократить свой путь, мы пошли через маленький скверик. Там на лавочке сидел незнакомец с темным цветом кожи. Я сразу обратила на него внимание. У него был такой тоскливый взгляд. Наверное, у меня был такой же. Подругам я сказала, что догоню их, а сама подошла к этому парню. Он увидел, что я к нему подсела и протянул мне руку. Я так поняла, чтобы поздороваться, но в этот момент у меня был шок. На его руке висел мой браслет. Я думала, что больше никогда его не найду. Но нет, Вселенная была на моей стороне. Оставалось надеяться, что он отдаст мне мою вещь и не будет устраивать сцен. Он меня выслушал и сразу же снял со своей руки браслет и отдал мне. Чтобы хоть как-то отблагодарить, я предложила ему деньги, но он как-то странно отреагировал и просто ушел. На следующий день весь университет узнал, что я общалась с парнем другого цвета кожи, и все начали шутить на эту тему. Все благодаря моему одногруппнику Джорджу, который, сидя в кустах, фотографировал, как парень передает мне браслет. Все подумали, что он мой бойфренд, и подарил мне подарок. Если честно, я уже тогда считала, что смеяться над такими вещами очень глупо. Я сидела на уроке и немного загрустила. Мне казалось, что я просто в наглую попросила вернуть браслет и даже не спросила, как же его зовут. Надеюсь, он не подумал обо мне какие-то гадости. После учебы я, как обычно, собиралась идти домой. К концу дня шутка про моего парня была уже не актуальна, но если бы не одно «но». Возле ворот универа меня ожидал сюрприз. Тот самый парень стоял с цветами, а потом подошел ко мне и поцеловал в щеку. И надо же, именно в этот момент на улицу вышел Джордж. Он даже успел сфотографировать наш поцелуй. Чтобы не слушать насмешек со стороны одноклассников и не обидеть моего нового друга, я взяла его за руку и оттащила в сторону, чтобы поговорить. Его звали Рамиль. Он не сильно хорошо знал язык моей страны, но мы друг друга понимали. Я очень сильно просила, чтобы он не приходил ко мне больше. Я чувствовала себя очень неловко. Я ведь совсем не хотела его обидеть. Но он вроде бы все понял. Перед одноклассниками я отмазывалась, что это актер из театра, где я играю, и он просто не вышел из образа. Вроде бы они поверили. На следующий день, когда я уже возвращалась домой с учебы, мне позвонили родители. У мамы был очень радостный голос. Она меня почему-то поблагодарила и сказала, что они с папой будут нас ждать на даче и готовят вкусняшки на пикник. Кого? Нас? Не успела я спросить, но мама уже положила трубку. Я поехала на дачу. Родители уже были там. Я спросила их, что мы здесь делаем, и ответ мамы меня шокировал. Все организовал какой-то мой парень, чтобы познакомиться. Но как бы у меня на тот момент не было парня. Я чуть не упала со стула, когда во двор вошел Рамиль. Он подошел к нам, и мои родители были в еще большем ужасе, чем я. Точнее, я так думала, пока они не произнесли его имя. «Рамиль!» – выкрикнула мама. Они смотрели на него так, как будто они родственники. Он сел рядом, и наконец-то мне все объяснили. Еще очень-очень давно, когда я только родилась, мы с родителями ездили на экспедицию в Африке.
Именно в это время в Конго начались боевые действия. Я и моя семья могли погибнуть там, если бы не Рамиль. Ему на тот момент было всего 18 лет, и мама с папой часто оставляли меня с ним. Потом он помог вывести нас из страны. Напоследок Рамиль надел мне на руку самодельный браслет. Один был у него, а другой у меня. Через несколько лет, когда война прекратилась, он смог уехать из Африки, и его главной мечтой было снова увидеть нашу семью. Спустя долгие годы ему все-таки это удалось. Очень смешно, что когда мы сидели в сквере, он отдал мне свой браслет, а свой я все-таки потеряла. И еще одно, он не был в меня влюблен. Поцелуй – знак приветствия. Это у нас поцеловать человека вызывает противоречивые мысли. Кстати, через некоторое время я познакомила Рамиля с моими одногруппниками, и они все-таки стали проще относиться к людям с другим цветом кожи. Пишите в комментариях, понравилась ли вам история. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока.